Вот такая у нас пустая стена. И будем начинать готовиться к Новому году. Камин мы будем делать из подручных средств. И на колонну мы взяли вот такие коробки. Их будем склеивать между собой. Склеили 4 коробки между собой. Клеем титан. Вот такой каркас у нас получился. 2 колонны. Укрепляем конструкцию скотчем, чтобы колонны могли выдержать что-то серьезное. Для верхней и нижней части нашего камина мы купили пенополистирол, он же пеноплекс, в строительном магазине. Мы разделим его в дальнейшем на 2 части. У нас получится низ и верхняя крышка. Укрепляем наши колонны картоном. Все это также приклеиваем на клей титан. Клеили пластиковые панели скотчем. Эти панели у нас остались от строительства. Мы их не хотели выкидывать и, в общем, пригодились. Доклей. Ну и, соответственно, будем их клеить на стену заднюю. Мы хотели картон использовать, но пригодились пластиковые панели. Мы их будем использовать заднюю стенку, в общем. Поэтому наблюдайте, смотрите. Сейчас я использую, мажу клеем. Клей у нас, как называется? Титан. Клей титан. Очень хорошо клеит. В любом магазине продается. Строительный. Поэтому хорошенько так в разные части намазывайте. Либо картон, либо там что-то еще. Мы это не покупали, никакие картоны. Видео добавим, где мы их взяли. Денис! Меня снимаешь? Все, тут нету больше. Поэтому бюджетный вариант будет в конце всем виден. Не переключайтесь. В общем, приклеили мы панельные стены колоннам. И у нас простояла ночь, и получилось вот такой вот каркас. Теперь что мы делаем далее? Мы, пока у нас это все сохнет, подготавливается, мы из коробок вырезаем, будут у нас кирпичики.
Это выглядит... Мы их, честно сказать, насобирали на помойке. Фрукты, знаете, вот китайцы упаковывают. Вот такие. Почему они? Потому что здесь в крышке подходящий материал. Он примерно вот какой толщины. То есть это около 1,5, наверное, сантиметров. Потому что толще будет не очень смотреться. Ну и вот так из пенопласта мы вырезаем кирпичики. Поэтому наблюдайте. И в конце покажем вам конечный итог. Красота! Ребят, в общем, у нас остались вот такие вот широкие панели. Из них обычно делают там какие-нибудь душевые кабины, шторки, зашторки, короба, куда прячут трубопроводы, счетчики и прочее. Вот, из такой фанеры ножом обычным за 126 рублей вырезали вот такую вот арку. Сейчас будем клеить ее к камину будущему. То есть все по размерам отмерили. И сейчас приклеим. У нас уже процесс идет. Вот небольшой склад наших кирпичиков. Вот так вот они выглядят. Где-то 1,5 примерно сантиметра, я уже говорил вам. И наблюдайте дальше, будем показывать, как это все происходит. Ребят, в общем, вчера наклеили мы перегородку, укрепили ее всем, чем можно, кабачками, тыквами, сундуками. У нас вот есть такие коробки, я вам показывал уже, это крышки от фруктов, привозят в магазины, которые с Китая. Вон даже иероглифы видно. Вот эти крышки мы используем, они идеально подходят под... наклеивать на камин именно по сантиметрам. Где-то здесь 1,5 примерно. Вот, мы вырезаем из них такую штуку, я вам показывал ранее. Примерно из них вырезаем. Далее слаживаем мы их отдельно в коробку. И чтобы они более выглядели реалистично, они просто, видите, как бы форма квадрат, ну, прямоугольная. Мы делаем дальше. Вот таким вот образом мы кончики, боковинки, вернее, срезаем у данного кирпича. И у нас получается вот такие вот без углов кирпичики. После нарезки вот таких вот кирпичей и обработки углов
Значит, я использую вот такую вот шпаклевальную бумагу, называют наждачка. Она стоит всего, самая мелкая, 15 рублей. Вот, я беру, отрезаю себе кусочек, надеваю маску. Почему? Потому что от нее летят вот эти волокна, чтобы этим не дышать. Обычная маска стоит тоже рублей 15. И вот эти вот уголки я вот так вот стачиваю. Стачиваю вверх, чтобы было идеально так матово немножечко и не было никаких пупырышек. И у нас получается неплохой формы кирпич, который идеально подходит под камин, чтобы потом покрыть его лаком или краской, как вам угодно. И мы этот кирпич отправляем достаточно в коробочку, где у нас их таких, посмотрите, какие прекрасные, что было, да? Вот, и что стало. Теперь, как вы думаете, они будут смотреться? Ну, не правда ли? Красиво. Так что подготавливаем материал и наблюдайте далее. Ребят, доброе утро. Поставили камин. То есть уже, в принципе, каркас готов. Но, ну, это мы так просто смотрели, как получится наши старые грязные свечи. Еще вот это не приклеено. Низ не приклеен. Это просто мы положили, как он будет смотреться. Вчера не засняли один момент, потому что не знали, как приделать, в общем. Вот сделали вот такую вот арку, вырезали. И снизу, подойди, отсними. И снизу мы сделали вот такой вот картон. Приклеили также на титан. У нас был такой толстый картон. Отмерили его чуть больше, чем вот эта вот часть, чтобы он туда плотно сел и никак не проваливался. Картон плотный, здесь промазал я клеем. Вот здесь вот по бокам все приклеилось вообще замечательно, все стоит. Картон был толстый, это очень хорошо, что он там сидит неплохо. Мы его, соответственно, он просто так вам не поддастся. Видите, как гнется. Что нужно делать, если кто-то будет делать? Каждую выемку просто берете и вот так вот проходите и сжимаете. Видите? Получается. Вот так вот, таким вот образом. И потом он у вас станет вот так вот ровно. И его берете в эту арку, как бы вот таким вот образом, туда заталкиваете и проходите по краям клея. Он стоит намертво, все здорово, осталось только наклеить нашу вот эту полку и подиум. Ну и, соответственно, дальше будем показывать, как чего мы завершаем. В принципе, в целом, то, что мы хотели, мы сделали. То есть вот это еще, правда, не приклеено, но почти готово. Поехали дальше. Меня снимаешь? Ребят, в общем, продолжаем заниматься нашим камином. Итак, демонстрирую. Наша обстановка. Обстановка по кайфу. Мы сегодня кайфуем. У нас подготавливаем до сих пор кирпичики. Осталось совсем ничего. Пару коробок уже есть. В общем, едем дальше. Здесь они уже все нашлифованные, нализанные. Ну, то есть все просто, ну, вот уже подготовлено. Видите, какие? Ну, слиточки, да, вот. Вот. Камин-каркас у нас готовый. Я вам объясню, мы показывали там ранее, что вот этот пенополистирол продается в любом магазине. Все для дома, стройки, дачи, его везде можно найти. Вот, мы его отмерили, соответственно, как нам нужно по сантиметрам, приклеили, то есть он хорошо встает на клей титан. Это не реклама, это клей хороший, удобный. Вот, и сейчас будем клеить наши кирпичи и будем показывать, что у нас получится. И я мечтаю, когда мы достроим этот камин, и я сяду
Открываю пивко, наливаю в бокал. Ну вот, ребят, что-то начинает вырисовываться. Наклеили заднюю стенку и вот здесь вот эту арку. В чем плюс кирпичей из пенопласта? Тем, что можно отрезать, вырезать, подобрать все что угодно. Нужные размеры подкорректировать. Вот где-то у нас там стыки какие-то есть. Раз отмерил, подрезал, наклеил. То есть вот так вот. Завтра будем обклеивать дальше. Ну, собственно, вот такая вот вырисовывается картинка. Красиво, не правда ли? Продолжается наша работа над камином. Вот внутренняя часть уже готова. Начинаем обклеивать колонны. Такая красота у нас получается. Друзья, не переключайтесь, мы сейчас продолжим. Приятного просмотра. Меня снимаешь? Ребят, в общем, после нашего перерывчика, прошу обратить внимание, в общем, наклеили мы лицевую сторону. Нам еще, конечно, предстоит очень много работы, но далее поэтапно будем вам все объяснять. Но в целом я сейчас очень доволен, очень здорово, красиво. Вот только буквально пару секунд назад доклеили последние штришки именно с лицевой стороны. Вот, это все на клей, клеится, кирпичики подрезаете, как обычно, все я вам вчера объяснял. Любой размер можно подрезать, шлифануть и подстроить любой кирпичик. Поэтому смотрим далее. Ребят, в общем, доклеили мы колонны, лицевую и внутреннюю часть кирпичами. И вот этими же кирпичиками мы решили сделать вот такую вот арочку. То есть прикладывается, кому интересно такой дизайн, прикладывается, и мы, конечно, на глаз тут все, в общем, клеится вот так каждый кирпичик. По-моему, очень оригинально и интересно. На заметку кто-нибудь себе возьмите. Едем дальше. Дальше, ребят, мы будем на низ использовать вот такой плинтус обычный. Здесь вот отмеряем, ну, по размеру, сколько нам нужно. Этот плинтус мы взяли исключительно на низ. Он как раз нам по размерам подходит. Резать его будем с помощью стусла. В магазине стоит рублей, наверное, 250-300. Под 45 градусов. Острым ножичком, соответственно, берете, все расчерчено здесь. Обрезаем. И, соответственно, углы у нас будут совмещаться с друг другом.
очень ровно и красиво. Идите, кое-что покажу. В общем, отрезали мы угол под 45 градусов. Я сначала держал его, как вы уже видите, здесь иголки держал. Мы также приклеивали на клей титан. Держал, но это слишком долго. Поэтому мы приняли такое решение скрепить его иголочками. Плинтус идеально. Здесь потом покроем краской. Какой вам камин будет нравиться, любой краской можете покрыть. И эти все щели, недочеты, они замажутся, потому что краска плотная. Вот такой вот способ скрепить и отойти, делать либо дальше что-то, либо попить чайку. Ребят, у нас, в общем, возникли некоторые сложности. Мы не можем приклеить плинтус вот так, как снизу с помощью стусла у нас не получилось, потому что угол совершенно другой. Пена, этот полистирол, он тут неровный, потому что с одной стороны выпирает, с другой, соответственно, ровно. Ну, в общем, своими силами мы вот таким способом сами на глаз режем. Это реально очень так геморройно, но будем что-то из этого делать. Приходится вот, не знаю, пробуйте, добавляйте. Я собираюсь добавить герметика, замазывать все. Вот. Ну и, соответственно, вот сами вручную вырезаем. Покупаем покраски нашего камина. Купили вот такую вот краску вододисперсионная. Она изначально была белая, но мы добавили в нее вот такой вот колер, совсем немножко. Вот. Она легко наносится, не пахнет. Вот такой вот молочный оттенок, но после высыхания становится прям такой белесый. Ждем, пока все высохнет. Ребята, в общем, вот такая вот красота у нас бюджетная получилась. Камин. Набрали полешек в лесу. Сухих, конечно же. Ну, приукрасили, очень здорово. Кому интересно, можете... Вот мы заказали на Wildberries вот такой вот заборчик. Он идет, забор у нас декоративный заборчик парковый. То есть, кому интересно, это не реклама, просто смотрится, ну, как бы очень красиво. У нас вот осталось, я вам покажу, как он выглядит. Мы, соответственно, вот здесь вот спиливали, потому что его в пенопласт не стали втыкать. Отпилили просто вот так ножки, соответственно, и приклеили его. Здесь тоже подпилили чуток. И приклеили его на клей титан. Мы все на титан клеили, в общем. У нас остались, и используем это куда-нибудь в огород. Вот такая красота получилась. Ну, как говорится, пожалуйста, пользуйтесь. Ребята, в общем, доделали камин. У нас остались вот пенопласт, который мы вырезали. И чтобы добру, как говорится, не пропадать, мы, в общем, решили сделать вот таких вот оленей, ну, разных размеров. Но будут не только олени, но еще и Дед Мороз. И решили все это украсить пока на вот эту пустую стену. Мы потом вам покажем. В общем, наблюдайте. А вот таким способом с интернета мы посмотрели картинку. Картинку налаживается просто вот сюда. Кто хочет, распечатайте ее. И обводится ручкой, соответственно, вырезаете ножом. Ну и маленечко наждачкой, чтобы он более вид придал такого фигуры. Потом мы хотим покрасить их краской, как и камин. И, соответственно, украсить эту стену, добавить, может, какие-то гирлянды. Ну, то есть там будем смотреть по ходу, если что, мы вам обязательно покажем. А так пока получаются вот такие вот прикольные
оленей. Можно сделать все, что угодно, все вам нравится. Елочки, Дед Морозы, пингвина, снеговика, петуха, что хотите. С наступающим, ребят! С Новым годом, друзья! С новым счастьем! До новых встреч! Ага!